Приветствую, друзья! Продолжаются бои на Покровском и Добропольском направлении, потому что там русская армия осуществила прорыв фронта, и сейчас натовская ЧВК ВСУ пытается изо всех сил каким-то образом стабилизировать ситуацию. Ну и, собственно, наши войска, конечно же, там сейчас стараются провести процедуру закрепления, ну и накопить резервы и силы для того, чтобы идти вперед. На это направление режимники Зеленского срочно перебросили боевиков из 3-й штурмовой бригады Азов, та самая организация, которая запрещена в Российской Федерации, экстремистская, террористическая. И сейчас вот мы видим, что этих персонажей сейчас там очень жестко обнуляют. И сами офицеры этих вот азовцев признают, что до стабилизации ситуации там еще очень и очень далеко. Ну и, собственно, конечно, сейчас по подходящим резервам из этих вот националистов наша русская армия наносит очень жесткие беспощадные удары. При этом на других направлениях также сейчас идут серьезные бои, и также наша русская армия продвигается вперед, и, конечно же, это все происходит системно, поэтому можно заметить на многих картах, что многие укрепрайоны просто вот падают, потому что, очевидно, натовская ЧВК ВСУ их не может удержать, и поэтому они просто теряют каждые сутки территорию. Режимники Зеленского возмущаются тем, что уже даже в Купянск заходят постепенно русские войска, и передовые штурмовые отряды сейчас там начинают уже готовить почву для того, чтобы более системно зайти в город и, естественно, создать ситуацию полуокружения, когда по подходящим резервам в Купянск также можно наносить очень комфортные и болезненные удары. Сейчас повсеместно там работают наши российские дроны FPV, дроны на оптоволокне, ну и, конечно же, сейчас различные бригады делают различный транспорт, который больше подходит под реалии боевых действий 21 века. И поэтому в сети появляются даже вот такие вот экзотические экземпляры. Ну а, собственно, по всей линии фронта также очень активно наращивает темп уничтожения натовских разведывательных дронов наша российская тактическая ПВО. И с помощью дронов, как можно заметить, вот компания Rubicon очень жестко и методично уничтожает конкретно натовские различные вот разведывательные дроны, которые, кстати, на самом деле очень и очень недешево стоят. Идет, конечно, также охота и за различной бронетехникой. Сейчас, конечно, натовские наемники в меньшей степени пытаются ее задействовать, но где все-таки она попадается, то ее, конечно же, выслеживают и сжигают таким вот жестким образом. Из интересного можно добавить, что натовские наемники в качестве приманок для наших войск используют якобы вот разбившиеся дроны. Ну и, собственно, расчет на то, чтобы наши бойцы брали эти конкретно разбившиеся дроны и несли в места расположения. Ну а эти дроны, оказывается, не простые, а имеют датчик слежения. И по этому датчику очень серьезно наводят и различные хаймерсы и прочее ракетное вооружение ЧВК ВСУ. И поэтому, если, конечно же, вот такие вот дроны где-то кому-то встречаются на поле боя, особенно если у них есть вот такие вот блоки, то, конечно же, их всех надо сразу же сжигать, причем абсолютно дотла. Параллельно с этим в Сколково сейчас российские инженеры очень активно адаптируют также наземные платформы под запуск различных FPV-дронов. И сейчас такой подход, конечно, на поле боя востребован. И, естественно, применять нужно такие системы очень с умом и понимать, где конкретно они покажут свою максимальную эффективность. Однако такие системы, конечно же, на поле боя сейчас необходимы. Именно поэтому сейчас очень активно наши инженеры занимаются подобной разработкой. Также натовская ЧВК ВСУ подобные платформы уже вот публичила, что также эта работа идет полным ходом, но пока массового применения на поле боя подобного рода платформ еще нет. Это, можно сказать, новая ниша, которая очень активно развивается. Параллельно с этим корпорация Сухой передала фронту очередные фронтовые бомбардировщики Су-32, которые сейчас являются основным носителем авиабомб с модулем коррекции планирования. И, собственно, очередные несколько бортов отправились на фронт для того, чтобы, собственно, там проходить, можно сказать, обкатку в режиме вот боевого реального времени.
При этом нужно понимать, что очень серьезно возросла активность натовской разведывательной авиации, особенно в Черном море, и, конечно, это в первую очередь означает, что готовится какая-то провокация. И не мудрено, потому что завтра, 15 число, а все-таки на завтра, конкретно на Аляске, назначили встречу Владимира Владимировича и Трампа. Поэтому, очевидно, сейчас англосаксы, в первую очередь Британия, захочет устроить какой-нибудь кровавый теракт для того, чтобы попытаться сделать максимально неудобный фон для России на переговорах. И, конечно, по этому поводу уже активно готовятся различные группы журналистов, и, естественно, теракты будут проходить максимально кроваво. Это касается в первую очередь городов Харьков, Сумы, ну и те, которые поближе к фронту находятся, Запорожье, потому что там может режим Зеленского конкретно уже организовать специально массовую бойню, какую-нибудь организовать прилеты какие-то, якобы от ВКС РФ, которые повлекут очень большое количество жертв среди мирных жителей. И это, конечно, именно, в принципе, стандартная тактика англосаксов. И поэтому здесь, в этом отношении, уже Генштаб Российской Федерации, разведка сообщила, что такие провокации на завтра готовятся. Нужно отметить, что переговоры Владимира Владимировича будут очень сложные, потому что на военной базе на Аляске договорились встретиться. Ну и эта авиабаза, она, мы знаем, очень такая вот мощная. Там истребители 5-го поколения F-22 находятся, чтобы, так сказать, показать мощь Америки. Трамп не случайно, видимо, выбрал эту авиабазу для проведения встречи. Судя по всему, там еще для Владимира Владимировича будет некое шоу от американской авиации, для того, чтобы показать, так сказать, возможности самых вот новейших американских истребителей, которые, естественно, они идут на экспорт, а конкретно являются именно таким самым ударным звеном авиации США. Однако, уверен, на Владимира Владимировича вся эта бутафория не произведет особого впечатления, потому что, естественно, у русской армии есть уже Су-57 истребитель 5-го поколения, и он может дать фору во многих показателях, конкретно даже американскому F-22. Ну и, естественно, истребитель 6-го поколения также в активной разработке. Ну и, собственно, также МИД Российской Федерации обозначил позицию о том, что все-таки и Запорожская, и Херсонская область в полном составе является частью Российской Федерации, поэтому, собственно, речь не будет идти о том, чтобы вывести натовскую ЧВК и только из Донецкой области, а, конечно, речь пойдет и за вывод натовской ЧВК с Запорожья, с Херсона и ряда других городов. Западная пресса, конечно, в курсе про эти все базовые требования Российской Федерации и, конечно, на своих различных картах обозначают, откуда нужно будет выводить натовскую частную военную компанию ВСУ. И Трамп, конечно же, по этому поводу прекрасно проинформирован. Ну и, собственно, если его дальше просто анализировать, то Евросоюз и Британия очень активно, публично начинают возмущаться тем, что все-таки решат все за Украину полностью, а потом не до фюрера поставят просто перед фактом и дадут инструкцию, что делать в ближайшее время. А это, судя по всему, вот бенефициаров поменьше, типа Евросоюза и Британии, не очень устраивает. По этому поводу идет возмущение. Для того, чтобы успокоить своих шестерок, Соединенные Штаты сегодня в 3 часа даже провели телефонные переговоры с кокаиновой коалицией. Это Стармер, Мерц, Макрон, ну и Зеленский прилетел, чтобы поговорить по видеосвязи с Трампом в Берлин. И конкретно все это обозначает, что на самом-то деле Трамп реально будет говорить от лица фактически Украины, потому что в большей степени именно США являются собственником тех территорий с точки зрения англосаксов. Поэтому сейчас, конечно же, если вот Трамп и возьмет эту инициативу переговорную, то, очевидно, от его возможности дрессировать такие страны, как Евросоюз, страны Евросоюза и Британию, будет зависеть фактически возможность выполнения тех обязательств, которые на себя возьмут Соединенные Штаты в результате переговоров Путина и Трампа. Российскую Федерацию на самом деле устроит любой сценарий, потому что если Трамп договорится с Россией, а по итогу не выполнит свои договоренности, это будет означать
полную дискредитацию Трампа, и таким образом, конечно же, война просто продолжится в стандартном режиме, и натовскую ЧВК ВСУ будут просто добивать. Ну, а Соединенные Штаты просто устранятся с этой всей истории и оставят расходы на тех вот бенефициаров, которым слишком уж не терпится повоевать с русской армией. Это, конечно, в первую очередь Британия, ну и некоторые страны Евросоюза. Ну и, собственно, дальше, конечно, вся эта ситуация ничем хорошим для режима Зеленского не закончится, потому что уничтожение украинской государственности тогда, можно сказать, будет уже гарантированным. В натовском недорейхе прекрасно при этом понимают, что придется исполнять все приказы из Вашингтона, поэтому сейчас уже Зеленского активно пиарят, и уже предвыборная кампания, можно сказать, началась, и поэтому Ермак уже поет хвалебные оды в отношении Зеленского, понимая, что только при нем он может сохранить при власти свою шкуру. Ну и, конечно, уже и сам Зеленский начинает рассказывать о том, что якобы снимет ограничения на выезд мужчинам от 18 до 22 лет и так далее. И подобного рода затравки сейчас активно начинают вбрасывать в медиапространство. Однако коррупционный шлейф серьезно не дает режиму Зеленского как-то провести нормальную избирательную кампанию, потому что очень много фактов, которые свидетельствуют о том, что разграбление территории и народа проходило системным образом, и, конечно же, эти коррупционные скандалы просто регулярно бьют в первую очередь по ближайшему окружению Зеленского. И вот очередной скандал, что на ферму из Объединенных Арабских Эмиратов, которая открыла счет в Турции, регулярно из одного из направлений режима Зеленского скидывалось по $50 миллионов конкретно каждый месяц. И это все, конечно же, свидетельствует о том, что очень серьезная коррупция была в окружении режима Зеленского, и не случайно, потому что фактически это организованная преступная группировка, которая в первую очередь занималась разграблением, и таким образом каждый персонаж, который представлял эту ОПГ, сейчас просто очень и очень богатый человек, потому что по заграничным счетам пораспихивали просто невероятные суммы денег. На этом фоне Россия и Бразилия подписали соглашение об углублении экономического сотрудничества, и здесь, конечно же, помог Дональд Трамп, потому что агрессия в отношении Бразилии экономическая со стороны США, она просто подтолкнула Бразилию более серьезно и более углубленно, собственно, вести бизнес с Россией, и здесь разве что можно только поаплодировать Трампу, потому что таких истерик для того, чтобы страны более серьезно работали с Россией, нужно, конечно же, заказать еще. А вот на международной арене продолжает разгораться скандал в отношении того, что в чипах NVIDIA, оказывается, есть устройство слежения, и не только. Фактически американские высокие технологии, это в первую очередь, оказывается, шпионские технологии, и, конечно же, все, кто использует эти микрочипы, они становятся автоматически заложниками американских корпораций, американских спецслужб, и это, конечно же, все чаще и чаще всплывает и, собственно, становится достоянием общественности. Также новость пришла в отношении того, что корпорация Илона Маска Starlink уже начинает покрывать Казахстан своим интернетом, а это, знаете, очень тревожный на самом-то деле звоночек. Это, конечно, в первую очередь инфраструктура Пентагона для связи, и это все-таки очень серьезные возможности открывает США по информационным различным диверсиям, потому что, конечно же, с точки зрения информационной безопасности Казахстан теперь не сможет ограничивать те или иные ресурсы в доступе, и это на самом-то деле очень серьезная такая системная проблема, которая говорит о том, что Казахстан постепенно все-таки движется в сторону к англосаксам, к блоку НАТО, и это, конечно же, в будущем может вызывать очень серьезный конфликт. Забавно то, что на этом фоне в недорейхе начинают критиковать Starlink за очень плохое качество сборки. И очень во многих случаях Starlink не работает стабильно, и по этому поводу наемники ЧВК ВСУ жалуются и возмущаются. И я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что завод по производству оборудования Starlink находится все-таки в США, а не в Китае. И поэтому, если в США производится оборудование, оно по умолчанию идет с качеством гораздо ниже, нежели
запускать бы в Китае. Поэтому, конечно, такие вот заявления натовских наемников в первую очередь обозначают то, что если собрано в США, значит плохое. Но в Молдове режим Майя Санду готовится к выборам, и вот уже от корпорации TikTok требует срочным образом запретить 400 с чем-то оппозиционных TikTok-каналов, и это просто отличительная черта европейской цензуры, которая сейчас вот именно в полный рост формируется в странах Евросоюза и в близлежащих странах, которые от Евросоюза очень серьезно зависят. И, конечно же, говорить о какой-то честной конкуренции, честных выборах при таких вот сценариях и заявлениях просто бессмысленно. Ну и напоследок немного новостей о мессенджере Мах, который сейчас очень активно развивается в России, и уже с осени он уже будет запущен в боевом режиме и пойдет развиваться по типу китайского WeChat. Интеграция в госуслуги и в другие сервисы будет полная, как обещают разработчики и чиновники, поэтому, очевидно, эта платформа является таким ключевым информационным таким вот плацдармом, куда будут переключаться в основном все абоненты, и именно там будет максимальный приоритет в плане качества связи и возможностей быстрой передачи информации. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, поэтому ссылку оставлю, как обычно, в описании под этим видео. До скорого!